Приветствую вас, друзья, на канале Softima Trade. В этом видео мы с вами поговорим про Risk Manager для дневной торговли. Он так и называется, Day Trading Risk Manager. Рассмотрим, какие функции в нем существуют и, собственно, как его настраивать. Вот это будет внешняя панель Risk Manager. Как мы видим, здесь идет риск per trade, то есть это риск на сделку. Указывается, потом идет Max Day Loss, это максимальный дневной убыток, после которого сделки уже нельзя будет открывать, они будут сразу закрываться. Максимальный дневной профит, также после него сделки уже не будут, точнее вы сможете их открыть, но они тут же закроются. Максимальный лот, который вы зададите для этого счета, допустимый для открытия. Максимальное количество ордеров, которые можете открыть одновременно, max order same time. Enough equity profit – это в процентном выражении заданное количество профита, которое вы хотели бы закрыть. Если, например, у вас одна сделка будет там минус 1%, а другая плюс 4%, то, соответственно, ваш суммарный профит по equity будет равен 3, и советник закроет сделки по суммарному профиту по equity. Настройка Max Order for Day – это настройка контролирует максимальное количество ордеров, которые вы можете открыть за день. Больше этого числа ордера будут автоматически закрываться. Loss for Week и Loss for Month – это, соответственно, убытки для недели. Если вы в неделе выторговали этот убыток, то дальше ордеров вы больше не сможете открыть, и, соответственно, также до месяца. Current Profit показывает текущее состояние убытка или профита в день, и Profit Months показывает количество профита на месяц. Давайте перейдем также в настройки внешних параметров, посмотрим, что здесь находится. У нас есть настройки Default Stop Loss и Default Take Profit. Эти настройки помогут вам, например, если вы хотите устанавливать стоп-лосс и take profit автоматически для ордера, или вы забыли, например, установить, то этот советник поможет и сделает это за вас. Если вы поставите сюда 0, то стоп-лосс и take profit устанавливаться дефолтно не будут. Также максимальный лот, количество ордеров, которые мы задаем одновременно, то есть эти все настройки, они здесь указываются. Delete Pending Orders – эта настройка служит для того, чтобы, например, если у вас задан максимальный дневной риск 3%, и у вас висят еще отложенные ордера, то когда вы превысите ваш дневной риск, либо же, например, у вас указано, что максимальное количество ордеров на день 6, и вы открыли 7, то после этого, когда у вас, например, закроется лишний ордер, также закроются и отложенные ордера, удалятся. Calculate with swap and commission. Когда здесь стоит true, то риски рассчитывают с учетом комиссии и свопа. Контроль, лосс и профита. Можно рассчитывать в процентах и в долларах. То есть все эти значения вы можете задавать. Сейчас на данный момент стоит в процентах. Если выбираете в долларах, то можете задавать в долларах. То есть убыток там на день, какой вы хотите рассчитать, в процентах или в долларах. В зависимости от вашего пожелания. Все настройки будут пересчитываться в валюту вашего счета. То есть не обязательно даже это могут быть доллары. То есть если ваш счет там в евро, то, соответственно, риски все будут в евро, вы можете указать. Если в другой валюте, то, соответственно, в другой валюте. Calculate Close Profit. Здесь стоит у нас Equity, либо баланс. Что эта настройка считает? Она у нас считает, почему, по какой границе нам просчитывать профит. То есть по уже закрытому балансу, либо по equity. Если по equity, то, соответственно, когда у нас задан дневной профит там 5%, то и, соответственно, если мы получаем эту прибыль, то у нас сделки закрываются по equity. Close Enough Profit указывается здесь в процентах. Если мы укажем 0, то, соответственно, у нас закрываться по профиту сделки не будут. Но здесь вам надо заметить, что указано закрытие по equity.
Вот, то есть close enough profit. Получается, она, как я уже вам говорил, срабатывает, когда у нас, например, несколько ордеров открыто, и суммарно у нас по equity определенный профит, который мы указали, тогда сделки будут закрыты. Так, max day loss, соответственно, максимальный дневной убыток. Max day profit – это дневная прибыль. Max order for day – количество ордеров. Убыток для недели, убыток для месяца. Алерты, то есть предупреждения, уведомления по превышению рисков и так далее. Включить и отключить. Интервал, который вы задаете между алертами. И цвета панели и цвета текста. Вот это, в принципе, все настройки. Основной плюс этого риск менеджера то, что он контролирует убыток. Вы можете выставлять как в процентах, так и в долларах. Также он может выставлять за вас дефолтно стоп-лосс, take-profit уровни. Он контролирует риск как для сделки, так и в течение дня, месяца, недели. И у него очень интересная система уведомлений, то есть при нарушении ваших рисков он будет вам выводить алерт. Это основные настройки. Рекомендую вам данный советник выставить на VPS сервер и, соответственно, передать пароль от этого VPS сервера какому-то другому человеку, которому вы доступ не сможете просто так получить к этому серверу. Там будет установлен на вашем счету этот риск менеджер, и он будет контролировать те параметры, которые вы задали. Ссылка на риск менеджер будет в описании. Тем, кому понравился данный советник, пишите о нем отзывы, делитесь с другими трейдерами. А я желаю вам успешной торговли. Всего доброго. Будем на связи. Подписывайтесь на канал. Пока.